Всем привет! Меня зовут Эльвира, и вы на моем канале, где я в основном рассказываю про корейскую косметику, немного про корейскую культуру и кухню, а также показываю свою жизнь и путешествия. Вообще-то прямо сейчас я в отпуске, в путешествии в другой стране. Но если вы подписаны на меня в Инстаграм, то наверняка видели или знаете о том, что я участвую в программе от Корейского министерства культуры, которая называется K-Influencer, которая помогает и поддерживает блогеров, которые рассказывают о Южной Корее. В рамках этой программы каждый месяц нам дают задание снять видео на конкретную тему и дают сроки, за которые это видео нужно снять. В рамках именно этого задания в прошлом месяце я рассказала вам о том, как впервые познакомилась с Южной Кореей. Именно поэтому прямо сейчас в своем отпуске я сижу на этом стуле и записываю для вас видео, чтобы еще лучше, еще ближе познакомить вас с культурой Южной Кореи. Сегодня мы с вами поговорим о 5 заблуждениях в отношении Южной Кореи, которые я чаще всего встречаю в России. Но перед тем, как мы начнем, не забывайте подписаться на мой канал и нажимайте на колокольчик. Так вы всегда будете оставаться в курсе моих новых видео. В самом начале, конечно же, дисклеймер. Это те заблуждения, которые чаще всего попадались именно мне. Чаще всего я слышала их от своих друзей или знакомых, или людей, которым я рассказывала о том, что я увлечена Южной Кореей. Это именно мой опыт, поэтому, возможно, вы не сталкивались с этими заблуждениями в своей жизни, и люди вокруг вас намного более осведомленные об этой стране. Первое заблуждение, на мой взгляд, самое ужасное. Я думаю, что если вы придете в любое место, в котором люди собрались не очень знакомые с культурой этой страны, то первое заблуждение, которое они вам выдадут, это будет то, что в Южной Корее едят собак. Это заблуждение из категории, когда о русских за границей говорят, что по улицам ходят медведи, все русские носят шапки-ушанки и пьют водку. Вот это абсолютно та же самая категория, очень критичная, очень узкомыслящая. И я думаю, что люди, которые хоть немножко читают что-то в интернете, выдадут какую-то более адекватную информацию, чем то, что в Южной Корее едят собак. Но, к сожалению, этот миф, это заблуждение все еще существует, и я сама часто сталкивалась с ним. На самом деле в Южной Корее не едят собак массово как часть культуры. Точно так же, как мы с вами не едим каждый день бутерброды с икрой. Да, я думаю, что там все еще сохранено несколько мест, где едят собак. Да, там все еще есть люди, которые любят блюда с собачьим мясом. Но на самом деле это уже та часть культуры, которую стараются забыть, закопать поглубже и скрыть, потому что сейчас в Южной Корее собак не едят, особенно молодое поколение. Собак ели активно именно тогда, когда Корея была еще довольно бедной страной, в тяжелые времена, в военное время. Да, тогда собак ели, и не только собак, я думаю. И вообще тогда считалось, что мясо собаки лечебное, и ели его в основном в оздоровительных целях, ну или от голода. Сейчас же, да, взрослое поколение, как я уже сказала, может любить и ценить это мясо или прибегать к нему, опять же, как к лечебному какому-то средству, но, в общем, в культуре такого, что вы приходите в любой ресторан и найдете блюдо с мясом собаки, такого нет. И я думаю, что уже около 80% населения, наверное, даже больше, никогда это мясо не пробовали и не будут пробовать, потому что в целом в законодательстве Южной Кореи есть закон, который ограничивает жестокое отношение с животными. И убийство собак для того, чтобы их съесть в будущем, точно так же ограничено законодательством, поэтому это не является основой культуры, это не является главным правилом. Вы, скорее всего, даже никогда не встретите человека, который пробовал это мясо и может поделиться своими впечатлениями. А то, что об этом постоянно говорят в телевидении или пишут где-то, это все самое большое заблуждение. И впредь, я надеюсь, если вы встретите человека, который побывал в Южной Корее, вы не будете задавать ему такой глупый вопрос, как пробовал ли ты собаку, как это делали много раз в моей жизни. Второе заблуждение, с которым я опять же сталкиваюсь практически сразу, когда рассказываю о том, что увлечена этой культурой или что я была в Южной Корее. Это то, что в корейском языке иероглифы. Мне все говорят, как же так? Это же ужасно сложно. Особенно, когда слышат о том, что я учила язык или умею читать. Все сразу такие, они сравнивают корейский язык с китайским, например, или с японским, и думают, что он ужасно сложный именно из-за того, что там иероглифы. Но это не так. В корейском языке символы, или я бы назвала их буквами. Да, они пишутся немного иначе, да, у них другая форма, да, они располагаются в слове по-другому. Но в целом там буквы, которые намного проще запомнить, их ограниченное количество, и это не иероглифы. Просто буквы в корейском языке складываются в слоги, которые выглядят как символ, как какой-то, может быть, иероглиф, но мне кажется, что даже на первый взгляд
видно, что они намного проще. В моей жизни это второе по популярности заблуждение, поэтому если вдруг вам интересно немножко больше о корейском языке, обязательно пишите в комментариях, я бы хотела вам об этом рассказать, потому что корейский язык невероятно прекрасен, я сама его просто обожаю и готова с вами делиться той информацией, которую я о нем знаю, потому что даже если вы никогда не хотели учить корейский язык, никогда не хотите поехать в Южную Корею, просто с точки зрения какого-то искусства и культуры это очень интересно, я готова об этом говорить, мне кажется, часами, особенно с людьми, которые в этом заинтересованы. Но главное, что я хочу до вас донести сегодня, это то, что в корейском языке не иероглифы, а буквы, поэтому выучить их намного проще, и, например, для поездки в Южную Корею я бы рекомендовала их выучить, научиться немножко читать, даже не обязательно знать огромный запас слов, чтобы очень классно ориентироваться в пространстве, зная просто корейские символы. Кстати, почти все корейцы знают базовый набор китайских иероглифов, таких как земля, человек или небо. Просто потому, что до корейского они использовали китайские, и потом в корейском языке сохранились, в корейских, точнее, словах сохранились многие корни из китайского языка. Иероглифы они почти не используют, но изучают их как, я не знаю, как часть культуры, поэтому многие корейцы знают несколько китайских иероглифов. Следующее заблуждение я больше всего люблю и больше всего и дольше всего могу дискутировать на эту тему. Я сама долгое время так думала, что в Корее все люди худые и молодые. На самом деле это очень страшное заблуждение, просто потому что мы смотрим на ту культурную часть, которую нам пытаются показать. Это дорамы, это кей-поп. И, естественно, для этой отрасли культуры отбираются самые красивые, самые молодые, самые худые, или многие худеют специально для того, чтобы выступать на сцене. Но это совсем не значит, что все такие в Корее. На самом деле, выйдя на улицу, в Корее вы встретите очень много стильных, красивых людей, но не все они, например, худые. У многих людей в Корее есть проблемы и с лишним весом, и с кожей, и другие обычные проблемы, которые сталкиваются жители любых стран на самом деле. И вот та картинка идеальная, которую нам пытаются показать, мне кажется, каждая страна пытается показать себя с самой лучшей стороны. Вот, поэтому не ведитесь на эту провокацию. В Корее точно так же, как и везде, есть как худые люди, так и полные, так и средние комплекции, так и короткие и длинные. Все люди разные везде, во всех странах мира, поэтому не заблуждайтесь. Но по поводу молодости я тоже могу с этим очень сильно спорить. Да, вы можете заметить, что даже в 40 лет женщины выглядят довольно молодо, но это больше связано с типом старения. Они бывают разные в разных странах, в зависимости от разных обстоятельств. И вообще, в принципе, от генетических особенностей человек может стареть совершенно по-разному. И да, в Корее больше распространен другой тип старения. Именно поэтому у девушек в Корее очень долго сохраняется упругость кожи, но они все равно стареют. Просто это происходит чуть позже и, мне кажется, немного резче. Это, конечно, тоже немножко такой стереотип, что в какой-то момент корейская женщина, девушка становится резко аджумой, то есть тетушкой. Но это правда так. В Корее вы встретите либо девушку молодую, даже в возрасте 40 лет у них будет молодая потянутая кожа, либо потом уже такую бабушку, тетушку, которая в возрасте, которая уже с морщинками и с кожей менее упругой. Но это совсем не про вечную молодость, и это скорее связано не с косметикой. Да, конечно, это очень сильно влияет, но это в первую очередь связано с типом старения. Поэтому я хочу, чтобы вы сохраняли критическое мышление и понимали, что в этой стране, как и в любой другой, есть люди разных размеров, роста и внешних данных, и не заблуждались по этому поводу. Мне кажется, про корейскую еду я готова разговаривать также часами, просто потому что я ее обожаю. Я обожаю острое, и именно с этим связан такой устоявшийся стереотип и заблуждение. Многие считают, что в Южной Корее только острая еда, и это совсем не так. Если я кому-то говорю, мол, давай поехали в Корею, я покажу тебе эту прекрасную страну, люди мне сразу говорят, ой, нет, я не люблю острое, мне кажется, я там умру с голоду просто потому, что не смогу есть эту еду. И это очень большое заблуждение, потому что в корейской кухне есть еда без перца. И это нормально, можно найти абсолютно все без перца, и супы, и горячее, и все что угодно на самом деле. Тот же самый кимпап, самое популярное, мне кажется, такое перекус, блюдо. Он бывает совершенно не острый, его можно найти очень много где. И, я говорю, там большое количество блюд, которые совсем не острые. Поэтому никогда, если именно это вас останавливает от поездки в Южную Корею, забудьте не только острая еда, там вы всегда найдете, что там поесть. Там огромное количество вообще разных блюд на разные вкусовые предпочтения. Я сама люблю просто острое, поэтому мне ближе какие-то острые блюда. Мне они кажутся ярче на вкус,
Но это просто то, что у меня уже такие приглушенные рецепторы, потому что я люблю острое. Я раньше уже ездила в поездки с подругой, которая не ест острое, и могу вам точно сказать, что проблем с этим там нет. Ну и последнее заблуждение, о котором я хочу вам рассказать, это то, что я тоже часто встречаю в своей жизни. Это когда я говорю слово «Корея», когда я говорю это название, люди в первую очередь почему-то думают про Северную Корею и начинают переживать за меня, тревожиться, что как же так, ты поедешь в Северную Корею, там безопасно, все ли нормально? И это самое большое заблуждение, потому что Северная и Южная Корея — это отдельные страны. Возможно, они бы хотели быть одной страной, но есть некоторые проблемы и вопросы. На самом деле корейцы по этому поводу, южные корейцы по этому поводу очень сильно переживают. Но это разные страны, и это важно учитывать. Поэтому, когда вам говорят Корея, лучше задайте вопрос, южная или северная. Но, скорее всего, речь пойдет о Южной Корее, просто потому что в Северную не так просто попасть, и желание попасть в эту страну у людей намного меньше, чем попасть в Южную Корею. Все-таки Южная Корея чуть более развитая страна, и развитая в том числе для туризма. В Северную Корею, на самом деле, я бы тоже хотела съездить и посмотреть, но я прекрасно знаю, что покажут мне там только то, что хотят показать. А в Южной Корее я буду свободным человеком, который сам выбирает, что он хочет увидеть, и какую сторону Южной Кореи я бы хотела увидеть. Поэтому не заблуждайтесь на тему того, что Южная Корея — это одна страна, или Корея бывает только северная. Это две разных страны. Если вам немножко интересно про это узнать, обязательно погуглите, почитайте, и оставляйте вопросы в комментариях. Про такие 5 заблуждений, самых главных, я рассказала вам сегодня. На самом деле, мне кажется, заблуждений намного больше, но это прям такие самые стереотипные. Если вы знаете какие-то еще заблуждения, с которыми вы сталкивались, или, может быть, у вас есть заблуждения на тему Южной Кореи, обязательно их пишите в комментариях. Возможно, я просто расскажу вам, что так это или не так, или я сниму про это еще одно видео. Может быть, заблуждений кажется намного больше, чем я себе представляю. Надеюсь, это видео вам понравилось, и вы не забудете поставить пальчики вверх. А я продолжу делиться с вами интересными фактами о Южной Корее. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока!